Привет, я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня будем делать булочки. Булочки для завтрака, которые называются английские маффины, English muffins. Они очень популярны здесь в Канаде. Пришли к нам из Англии и хорошо, прочно здесь обосновались. Их можно подавать к завтраку, к бранчу, можно в виде тоста с маслицем, очень вкусно с соленым, сливочным. Можно с джемом-конфитюром, использовать для сэндвичей. Незаменимая штука для приготовления яиц Бенедикт. В общем, булочки универсальные. И огромный плюс — делаются они без духовки. Просто на сковороде. Все, как всегда, очень просто. Тыц-пыц и готово. Следите за руками. Поехали. Первым делом необходимо активировать дрожжи. Для этого нужна теплая вода и, собственно, дрожжи. Чтобы процесс просыпания дрожжей прошел быстрее, я добавляю в воду щепотку сахара. Буквально щепотку. Можно не добавлять, но, как я сказал, если чуть-чуть сахара дрожжам дать, процесс пойдет быстрее. Сахар поможет им быстрее стартануть. И всыпаем дрожжи. Отставляем в сторонку буквально минут на 10, пусть там просыпаются. И когда дрожжи очухаются, берем чашу для смешивания, высыпаем туда муку, добавляем соль и хорошо муку с солью перемешиваем. В середине создаем такое углубление, в которое и заливаем воду с дрожжами. И следом туда добавляем растопленное сливочное масло. Ложкой все начинаем смешивать, тщательно соединяя муку с водой, с дрожжами, с маслом. И когда тесто начнет собираться вместе, перекладываем его на столешницу и начинаем месить. Вот тут требуется лирическое отступление. Предполагаю, что будут комментарии: муки слишком мало, воды слишком много. Не торопитесь добавлять больше муки. Попробуйте вымесить с тем количеством, которое указано в рецепте. Я прекрасно понимаю, что мука у всех разная по качеству, силе, и в каких-то случаях ее действительно нужно будет добавить. Но не торопитесь забивать тесто мукой. Сначала оно будет очень-очень липкое, будет липнуть и к рукам, и к столу, и будет вообще похоже на такой слайм лизуна, но точно не на эластичное нежное тесто. Продолжаем месить. Продолжаем тесто оббивать, обстукивать нежно и любя. Растягивать, снова оббивать, обстукивать хорошенько об столешницу. Нежно и любя. И в результате через какое-то время вы почувствуете, как тесто перестанет липнуть и к столешнице, и к рукам, и превратится в нежное, эластичное и не забитое мукой тесто. Так булочки получатся пышнее, нежнее и вкуснее. В общей сложности при активной работе руками на замес у меня уходит минут 10. И получается вот такое гладкое, приятное, очень нежное тесто. Собираем тесто в шар, смазываем чашу для смешивания маслом с легонца и помещаем шар теста туда. Накрываем пленкой или влажным полотенцем, или и тем, и другим, и убираем в какое-нибудь теплое место, чтобы тесто хорошенько подошло. Где-то на 1,5 часа. В идеале тесто должно увеличиться минимум в 2 раза. Не торопитесь, тут нужно подождать. Вот такое получается тесто. Смотрите, как оно выросло. Такое нежное, красивое, пушистое. Аккуратно выкладываю пушистое это тесто на чистую столешницу и слегка вот так вот разминая, растягиваю в колбасень. И с помощью шпателя или ножа делю на 10 частей по количеству будущих булочек. Чтобы тесто не пересыхало, обязательно накрываю его пленкой. Беру полотенце, чистое обязательно полотенце, расправляю его на столешнице и сверху посыпаю манной крупой, манкой или семолиной. Распределяю ровным слоем, сюда будут выкладываться будущие булочки. Берем каждый кусочек теста и вот так вот, подворачивая края вниз, формуем колобок, шарик, будущую буляшку. Колобок должен быть достаточно плотным. Все это хорошенько прищипываем. Вот такой вот шарик аппетитный получается. И выкладываем этот колобок, шарик на манку, семолину, на полотенце, в общем. И процесс этот повторяем со всеми кусочками теста. Когда будут готовы все шарики, разберетесь со всеми кусочками теста. Вот так вот приплющиваем. Тыц-пыц, тыц-пыц. Получаются такие круглые, аккуратные лепешки. И сверху полученные лепешки также присыпаем манной крупой или семолиной. Между лепешками обязательно нужно сохранять расстояние, не лепите их друг к другу, потому что они будут еще увеличиваться, будут расти. Накрываем пленкой, полотенцем и даем отдохнуть минут 25-30, чтобы тесто снова подошло.
Когда тесто подойдет, снова подрастет, берем сковородку, ставим на огонь чуть ниже среднего, чтобы хорошо ее разогреть. А чтобы процесс шел быстрее, можно использовать 2 сковородки с крышкой. И совсем чуть-чуть, вот буквально слегонца, вот прям чуть-чуть смазываем растительным маслом. Когда сковорода хорошо разогреется, аккуратно берем вот эту вот аппетитную лепешку, будущую булочку, и переносим на сковородку. Размещая будущие булочки на сковороде, обязательно оставляйте между ними место, потому что и на сковороде они тоже будут расти. Я обычно делаю где-то по 3 булочки за раз. Разместили булочки, накрываем крышкой и на небольшом огне на одной стороне вот этой булочки будут выпекаться минут 12. Булочки поднимутся, подрастут, подрумянятся аппетитно с одной стороны. Аккуратно их переворачиваем. И на другой стороне допекаем где-то еще минут 5. У всех разный огонь, разные сковородки, разные условия. Булочки тоже разные, поэтому главное следите, чтобы там ничего не сгорело. Готовые булочки перекладываем на решетку, где они могут уже себе спокойно отдыхать, остывать и доходить. Чтобы внутри там полностью стабилизировался мякиш, чтобы булочки оставались нежными, вкусными, мягкими. Как это вкусно пахнет свежеиспеченным хлебом. Посмотрите, какие они красивые, какие они пышные, какие они идеальные. Сверху такая корочка хрустящая. В свежем еще горячем виде не попробовать. У меня там слюноотделение, просто с ним что-то невообразимое происходит. Очень вкусные. Посмотрите, какие они упругие внутри, но вместе с тем такие пышные, пористые. Это прям пух, пух. Реальный пух. Посмотрите. Только посмотрите. Традиционно эти булочки, английские маффины, вот так вот распополамливаются и используются уже, ну, как вам угодно. Кстати, эти булочки прекрасно переносят заморозку, и замораживать их лучше вот прям вот в таком уже распополамленном виде. Область применения этих булочек невероятно широка. Можно использовать в качестве тоста, намазать, как я уже сказал, маслом, конфитюры, джемы, сэндвичи, можно даже бургер замутить с такой булочкой, ну или яйца Бенедикт. У меня есть вот такая вот штука, здесь персики, абрикосы, манго. Сейчас я ее на булочку, и будет мне еще вкуснее. Вот, теперь идеально. Такая булочка, во-первых, любой конфитюр и джем вкуснеет. Ну вот с этим и так вкусным. Это просто обалдеть. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео. Я под видео жду ваши лайки, комментарии. Не скупитесь, пишите, делитесь впечатлениями, идеи подкидывайте. Не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали. Приводите сюда своих друзей. В общем, все как всегда. Желаю вам отличного дня, хорошего настроения. До новой скорой встречи. Пока-пока.